Хочу сразу отметить, что никакого запрета у нас нет весеннего, такого, как в других регионах. Сейчас апрель месяц, рыба уже, щука какая-то отнерестилась, может быть где-нибудь даже судак. Но запрета никакого нет, даже промысловики стоят и ловят без проблем. Единственный запрет в этом году полностью на весь год на воблу. Воблу брать запрещено, ловить можно и отпускать. Так любую рыбу, пожалуйста, вплоть до 16 мая. 16 мая, когда уже вся рыба практически отнерестится, начинается самый глупый, я думаю, в мире глупейший запрет нерестовый. С 16 мая по 20 июня в регионе, где в начале марта уже было плюс 28, представляете? И вот кто додумался такой запрет ввести? Ну, это все в угоду туризма. Можно понять, но непонятно тогда, зачем разрешают промысловикам вычерпывать рыбу в конце Волги подчистую, чтобы туристам ничего не оставалось. Странное какое-то у нас законодательство в плане запретов. Но, тем не менее, деваться некуда. Всем привет! И мы с Пыжом выбрались на рыбалку. Выбираемся на рыбалку с ночевой. Очень много вещей разных. Еду не один, ко мне приехал крестный моей жены, крестный отец моей супруги. В общем, в жизни так сложилось, что он же и мой крестный тесть, можем так сказать. Надеемся половить сегодня сазана с ночевой, поставить лагерь, найти место сейчас интересное. Ну все, пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи и поехали с нами. Ребят, подъехали вот с дядькой. Он даже удочку еще не расправил, чтобы насадить. Я просто забросил, короче, жмых, как обычно я делаю. И внизу крючки на червя. Сразу хорошая поклевка. Сейчас вот непонятно просто. Неужели он бросил, а? А леска как будто ослабшая. Ну-ка. 5 минут не прошло. Вот это да. Офигеть. Сразу сходу. 5 минут не прошло. Но это не воблу точно. Может быть какой-нибудь карась? Типа буфл. Но нет, мне кажется, сазанчик будет. Ух, ух. Сазан. А ты представляешь, минуты не прошло. Минуты не прошло, дядь. Все, здесь остаемся. Вот здесь вот удочки поставим. Здесь лагерь. Кайф. Еще это сложновато было место найти. Теперь, конечно, главное не распугать. Хорошенький сазанчик. Хорошенький на еду прям уже. Сазанчик. Да что ты? Прям сходу. 5 минут не прошло. Зеленого червя на один крючок и красного на другой. Интересно, на какой взял? Красный. Я еще посмотрел, что это. Прям только за губу держится. Да что ты?
смотрел, что это. Самое главное, вобла не докапывал. То есть закинул, и они стояли. И вот 2 минут, наверное, не прошло. Законный на уху. На красного. На красного взял. Сходу. Такой где-то 1,5. Пока возьмем, будет крупнее. Отпустим, не вопрос. Ну, поздравляю. Только забросил. И вообще. Первый сазан на жмых с подсадкой червя в этом году. Я просто счастлив. Подъехал, смотрю, здесь такие круговороты. Видно, что как бы вот вода здесь падает, как ямчинка. Там он спокойно, здесь после корши. И как раз такие места самые сазанья. И вот он, пожалуйста. Ну, красавец же. Сходу, просто сходу. Я очень рад. Можно время не терять, причаливать вот к берегу. И вылезти, и лагерь. И вот здесь надо выбивать и ставить удочки. И будет, он никуда не денется. Да, конечно. И все, мы уже, время полдня только, время по 2 часа дня. Мы уже с рыбой. Сейчас еще одного поймаем. Да? И ставим лагерь. Па-бам! Кукурузный жмых. Я себе протеин поставил. Дядь Гриш сейчас ставлю мед. Чтобы, ну, посмотреть, что-то где-то мельче будет клевать, что-то крупнее. Люблю разный жмых пробовать. Вот он, вот он. Ну, это сазан однозначно. Вот как, видишь как. Надо подсекать, потому что он, конечно... О, хорошо подшел. И что, сошел, что ли? Сейчас такое время, что этот сошел, по-моему. Губой, видишь, ловится. Не как классический на жмых, как летом. Сошел. Понял, что? Сейчас губой ловится, поэтому нужно вот клюет подсечка и держать. Потому что за губу. Ну, сазана здесь. Нашли мы, в общем, сазане место, я думаю. Потому что 2 поклевки за 10 минут. И сейчас хороший был. Слышал, даже фрикцион. Сейчас хороший был. Ну, хороший, как я говорю, это когда в лодке. Интересно, конечно. Сейчас так особо червей не подсаживаю. Просто хочу, чтобы дядя тоже ощутил, кайфанул. А зачем? Если у тебя есть петля, есть жмых, есть чем привлечь. Можно просто на червя. У меня просто даже удочка сейчас не готова, чтобы просто на червя. Это же типа воблиной удочки должно быть. Ну, то есть, понял, один поводок отводной. Вкусняшка какая. Мне нравится еще со жмыхом ловить, знаешь, из-за чего? То, что этот, даже если червя клюют, все равно остается шанс, что он на жмых возьмет. Ну да, он смотрит там. Да, он все равно может к жмыху подойти, рассасывать, и крючки залетят. А когда на червя, это, ну, постоянно, то есть надо следить, контролировать, склевал, нет, мелочь может склевать. Вот так мой метод насадки. И жмых, и черви с 2 сторон воткнуты в жмых. Один зеленый, один красный и скользящий грузил. Убирай птенку. Давай. И так вот метров 7-8 от себя. Грубо говоря, он напротив этой кулишки, так 2 метра. Вот посмотри, как сделано, чтобы потом самому так делать. Ага. Ну ты понял, да, надеюсь? Как? Плохо у тебя лодка гуляет туда-сюда. Сейчас, может быть, там встанет или подзакрепись. Тут обрывистый берег.
Земля слазит вниз с обрыва. И там сазан уже кормится. Все, что в земле. Какие червячки, паучки ползают. Все там ест. Как раз ему в рот все падает. Как раз места такие любит он. Обрывистые. Иди сюда, ну по-моему не крупный. А может быть на течение может быть идти. Душман. Фуфу. Карасяндрик. На жареху пойдет. Хороший такой. Крупный, сладкий. Отборный серебряный карась. Пойдет на жарешку. Вот это да! Вот это, блядь, клюнул! Вот это клюнул! Просто, как он на той стороне посередине. Кричать нельзя. Просто как камень встал, ребят. Просто вообще. Сначала чуть спиннинг не утащил. Потом как камень встал. Вот это хорош, товарищ, похоже. Тут главное не оторвать. Тут нельзя. Все, сошел. Все. Все, ребят, сазан найден. Одного поймали. 2 схода хороших. Просто неудобно даже в лодке. И подсак надо взять, и камеру включить. И неудобно. Все, вылазим на берег. Сейчас под лагерь сразу расставляем удочки. И уже один человек, например, будет следить, второй лагерем заниматься. И будем ловить. Сазан, самое главное, есть. И хороший. Сейчас прям такой упор был. Я прям кайфанул. Прям от души. Как камень стоял. Ну, чудо берег. Просто чудо место. Пыш, тебе тоже место понравилось, да? Не загаженное, не за... Все отлично, и под палатку, и деревья. Все как я люблю. Пыжика-пыжуля. Сейчас. Не лезь сюда, не в лодку. Я сейчас сам вылезу на берег. Все, Пыш, самое главное, сазан найден. И это очень и очень радует. Нельзя! Куда пошел? Вот дурачок, а. Ага. Местечко какое-то. Всего лишь одна баночка из мусора валяется. Больше мусора особо не видно. И затишка, и красота. И палатку есть где поставить. И даже вот здесь, наверное, тоже удочку можно забросить, поджиговать. Деревчина уходит. Они здесь корни, но все равно место классное. Мне нравится. Единственный высокий берег, но ниже берега мы здесь не найдем, поэтому надо примениться. Дровишки для костерка есть. Класс. Красота. Вот так расчистил чуть-чуть место. Длинных дальних забросов не нужно. Буквально 7-8 метров откинуть. Главное вот, чтобы к берегу подойти можно было, вытащить. Ватранер поставил, кольцо ослабил, закинул пока вот так. Посмотрим, должен здесь сазан прям быть. Вот мы стояли, и вот забросил сюда. Посмотрим. Ребят, заламываюсь. Уже поклевка. Видно, что
По крайней мере, мне показалось, что сазане прям клонило. Сейчас камеру, наверное, оставлю включенной. Буду камыш ломать и смотреть. Вот нужно такие вот места заламливать, иначе удочки не поставишь. Зато как бы на земле себе... Я люблю больше, конечно, за землей рыбачить. Приехать куда-нибудь в безлюдное место, найти вот такое место. Опа, опа, опа. Вот сазан. Вот он, товарищ. Все здесь. Все здесь. Все здесь. Подсак. Брось ты ее. Подсак тащи. Так, и мы сейчас сюда вот, чтобы выводить, иначе он сейчас к берегу будет сжаться. Ага, давай, товарищ. На воду пошел. Гуляй, пока дядя за подсаком пошел. Хорошенький. Вот это уже сазан. Он гуляет. Сразу, сходу. 3 минуты не прошло. Максимально вытащил. Давай. Добрый, когда в подсаке. А еще лучше на земле. Держи. Опять 5 минут не прошло. Хорош. Ах, какой красавец. Сходу, просто сходу. На зеленого с красным. Но это уже где-то подтрешка. Такой где-то 2,5, может быть даже 3. Сейчас посмотрим, может быть мелкого отпустим. Вот этого попустим на жареху-вареху, как будет ловиться. Но пока клюет как бешеный. Просто бешеный жор. На бешеный жор попали. Красота. Потрудились на славу. Выбили полянку такую. Здесь решили столик поставить, стулья. Сейчас вечером приготовить уже рыбку пожарить. Пожарим, наверное, да? Или ухис? Там много и у вас еды, надо ее съесть, чтобы она... Ну, значит, в общем, здесь сейчас будем ужинать. Посмотрим, рыбу, может, оставим. Что-то вот поймали с сазана, тишина. Но мы сейчас здесь ломали, ходили, может быть, как раз близко очень. Ну да. Может, немножко ошугался, отошел. Сейчас все затихнет. В общем, здесь ставим стол, стулья. Еды там нам жена одна положила. Конкретно зарядила. На неделю, видать, отправила. Да, Господи, не появлялся дома, да? Ага. Что здесь как-то леска ослабшая. Надо будет проверить. Ну, сейчас чуть подразберемся и проверим. Такой вот ход. Здесь свободный. Вот так это будет сбоку смотреться. Мне прям пока очень нравится. Сидеть будем именно ужинать возле удочек. А спать в палатке. Палатку поставим. Сейчас покажу. Здесь вот проход очистили. Здесь вот видели, были вот эти накиданы все деревья. Фу, сейчас все это разломали, убрали в сторону. Лодки стоят. Красота, как на парковке. И вот там будет палаточка стоять. По-другому тут не получится. И немножко... Вот здесь сейчас под палатку разломаем. Мышочек такой реденький, не страшный. Здесь палатку ставим. Эпичное место, мне нравится. Самое главное, что за все время, сколько мы сейчас здесь находимся, уже, наверное, час, может быть, 1,5. Всего 2 лодки прошло. Что, кто-то звенел? Нет? А, это птичка такая поет. Всего 2 лодки прошло, и меня это очень радует. Люблю такие дикие места. А вот это уже сазан. А вот это, ребята, сазан. Вот как попадешь в брод, прям вот место какое-то. Вот он, пошла. Пошел. На меня пошел. Где подсак? На меня пошел. Вот он, красавчик. И 3 минут не прошло. Вот правильно подсажен и в правильное место заброшено. Тут же он есть. Тут же, давай, подсачек.
Она, повыводи. По кайфу. Тихо, 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 не ослабляй, самое главное, не ослабляй. Крути, 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 крути. Че стоишь? Фрикцион подтягивай, регулируй. Подтяни еще фрикцион. Давай. Вот. Чтобы фрикцион отрабатывал. И чтобы натяг был. Чтобы губу не порвать. Опа, есть. Ну, почти сам. Почти ты. Нормальный, хороший фазан. Полный кряный, просто битком набитый. Тут же. 3 минут даже не прошло. Маманя маленькая, да? Смотри, какой. Ничего, крупнее поймаем, отпустим. А пока маманя пойдет к домашним, к своим остальным собратьям. Сейчас я тебе, говорит, отпущу, ага. Я, говорит, год рыбу не видел, а ты отпускать собрался. Что хочешь своим зрителям говори. Но я рыбу с собой заберу. Ребят, на самом деле, дядя Гриша очень любит рыбу. В этих местах вырос. Всю жизнь рыбачил и уехал вот по воле судьбы, работы, туда, где рыбы толком и нет. Есть, говорит, там всякое, да, и сик, и форель, но все не то. Сазана нашего, волжского, нет такого вот. Только из воды и на сковородку. Вот он, красавец. Па-бам! Но больше всех, конечно, устал. Больше. Че, хотел всех сазанов себе захапать? А? Тихоря. Так, подсак. Палатку ставлю, слышу, звенит. Думаю, ну не мог же он сам тащить без меня. А он тащит. Я в смысле, ну, надо было позвать. Вот что значит приезжий, а? Ну кто колокольчик не убирает? Оп. Там не крупный, по-моему. Давай, выше поднимай. Пойдет, нормально. Опа. Ну, с первым, с почином. Ну, я букву еще Чисто поймал. сам. Букву поймал. Молодец. Ну, мелковат. Ну, блин, ну, по-моему, он в размере. Законный. Ладно, пока что возьмем. Потом завтра взвесим. Если мелковат, если будут хорошие, мы этого отпустим. Сегодня не надо, а то спать не буду. Да, хорошо. Чтоб душа успокоилась, да? Еще и карася поймал, буфало? Да. Все. Ну все, дядька обрыбился. Я рад, самое главное. Ладно, я-то их постоянно ловлю. А тут вот. Пора его отправлять, а то местные видят на форуме. Кого? Я что-то. Куда отправлять? Да, плотвой ты тогда раздразнил. Аж купить у тебя люди хотели. Оп. Ну, я же сказал, его надо отпустить. Ушел. А, мелковатый был. Видишь, судьба такая. Но, видать, дядя мне сегодня мной что-то нечаянно развернется кулаком по лицу темную. Вот так вот иной раз думаешь, ну куда? Хочется вроде налегке. Ночевой всего одна ночь. Мол, зачем эту палатку брать? А приедешь, за 5 минут ее поставишь. У нее тут москитные сеточки везде. Все, красота. И окна огромные москитные. Раскладушки вон. Спальники. Неважно какая поверхность. И доволен как слон. Чем вот эти все пруточки, шмруточки расставлять и на матрасе ночевать. Нет. Пока что вот убрал ее, кстати, уже в гараж. На верхнюю подловку. Думал, ну все, зима кончилась, просушил. Хватит, я говорю ей. Пускай ждет лето, пойдем на метчики с семьей. Там возьмем. Ребята как раз детям поставлю. Или сами будем с женой ночевать. Сейчас дядька приехал, говорю, ну все, берем палатку большую. Он свою, оказывается, не взял. Говорит, 4-местная, что-то, я говорю, ее раскладываю, так тяжело ее раскладывать, складывать. Я, говорю, не стал брать. Ну, говорю, ну все, ладно, берем кубик. Кубик-рубик. Красота. Здесь у нас палатка, все разложил. Спальники даже приготовил. Вот, ну все, можно наслаждаться процессом. Нормально поднасадить все. Стол уже дядя Гриша накрыл.
сейчас забрасываем и... Но подозреваю, что у него там есть рыба. Ну ладно. Народную примету дядька уже сломал. Сазана поймал, карася поймал. Жена старался отругать. Жена, все, виновата жена. Он говорит, я ни при чем. Она положила балык там, еще что-то. Я как увидел, так все сразу. Говорю, дядя, садись в лодку, езжай домой, говорю, все. Ты рыбу, говорю, уже поймал на столе. Шучу, конечно. Ловим. И самое главное, ты заметил, что вот за все время 2 лодки прошло, да? Я вообще тащусь. Я вот где раньше ловил, там одна за одной. Просто они бесконечно едут. Так надоедает этот шум, гам, и не поснимаешь, и удочки болтает, лодки болтает. Ночью переживаешь, а здесь тишина. Просто красота и тишина. Сейчас все, затихаем потихонечку. Удочки, 2 удочки, по-моему, вообще за глаза достаточно. Ловится и ловится. Что еще надо? Нормально. Мы что, у нас уже 3 сазана. 4-й сейчас поймался. Считай, отпустили. Поды. Куда нам их? Наловим. У нас еще завтра весь день. Просто стоял дядя рядом. Ну колокольчик-то сними, ну подожди, ну фрикцион. Ну что же ты, дядя? Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Вот. Давай, помогай. Давай. Ё-моё, смотри, Вот это сазан. смотри, что говорит, а. Ничего, не торопись. Дай ему немножко погулять. Главное, чтобы он в коряге не завел под корни. Прям вот стояла. Как дал. Ну да, риск. По-моему, не крупный опять. Ничего. Не, по-моему, нормальный. Вроде получше. Мощный, блин. Мощный? Да, они здесь азартные. А чё уже весна, они такие сейчас. Буром пруд. Опа. Четко. Ну, нормальный. Покрупнее предыдущего. Опа. Ну что, отпускаем? Не, пока берем. Завтра посмотрим на улов. Нам вдвоем можно поймать 40 килограмм с тобой. До завтра. Разрешено по норме. Есть, товарищ Сухов. Завтра и улов посмотрим и решим, если что-то, отпустить недолго. Да что ты. Сейчас еще одного провожу. Дядька меня тогда по лбу. Почему я удивляюсь, что за губу? Потому что по классике в жмых он за жабру должен залететь. Как бы зажаберное такое метод лова. А здесь пока сейчас сазан осторожный, больше реагирует не на жмых, а на червя. Может быть, приманивает его жмых. А червячка он уже заглатывает, то есть себе закидывает и подсекается губой. Интересно все равно так ловить. Именно за губу, конечно, вообще кайф. Сейчас? Да я только что помыл. Все равно надо. Бутылку, наверное, запачкать. Допустим. Все утихло и комары вылезли. Ну конечно. Они у нас быстро вылазят. А что, тепло, ветра нету, не сразу. Пусть будет бедолага мучиться с комарами. Че, его тоже кусаешь, что ли? Кусает его за нос. Видишь, как они возле. Пыш, надо мазать что-нибудь. Нос. Ну, надо было с собой уже брызгалку взять. Сейчас посмотреть, пойти сходить. Может быть и есть в этом. Попробуй эту штуку в лодке. Но. Это нужно с яйцом. Что это такое? Штанина? Да, копченая. Интересный вкус. Яйцо были. Копченая конина. Первый раз я вообще слышу и пробую. Так, ну а чем мы? На сухую еще сидеть будем. Ну что? Ребят, надеюсь, поймете. Дядя Гришина жена положила много всякой разной еды. Тут кое-что может пропасть. Вон там куриные ножки. Вот, мы решили сегодня подъесть. Тут пирожки вон какие-то, даже не знаю с чем. Сегодня подъедаем то, что из дома привезли. А завтра, надеюсь, будет уха. Начинает. Сейчас такая, ребят, поклевка была хорошая прям.
Только я камеру включил, не успел. Вечерянка. Бакланы везде, прям вот там сидят бакланы. Красиво. Мы прям находимся-то на выходе, прям на самом выходе вот в Волге вообще, как она впадает в Каспийское море. Ох, какой развод. Видать, прям сверху поднялся. Прям вот так, знаешь, дядя Гриш, прям вот так развод такой был. Вот. А вон прыгнул. Вон прыгнул. Сазан, походу. И там такие разводы. О, ё-моё. Сложно это передать, но когда ты сидишь, и тишина, и там рыба плеснулась, там плеснулась. И видно, что это не мелочь, это как бы, ну там, не густера, не вобла. А тут у тебя стол, собеседник родной. Ну, родной. На самом деле, ребят, так сложилось, что у меня у жены не было отца, который бы воспитал, скажем так. А был зато всегда дядя, крестный Гриша. И он ей самый родной. Ну и, соответственно, и мне он стал тоже крестным тестем. Мы с ним где только не пропадали, в каких кочерях не скрывались, в альменях, не куролесили. Не знаю, оставлю это или вырежу. Ну, в общем, мы с ним очень давно сдружились. Он одной породы со мной, рыбацкой, охотничий. Очень ярый охотник был в свое время. Расскажи, ну, посмотри сюда. Что, боишься, стесняешься? Нет, ну расскажи. Был же, все, просто смотри, я буду говорить, а ты ничего, просто смотри. Был водомет, Амур. Дошел до БТРовского двигателя. Что это за БТРовский двигатель такой? КамАЗ или какой двигатель? Ну, БТР, двигатель от БТР. От БТРа, да? Ну, мод такая. Сколько раньше. лошадей было? 130, что ли? 130. А водометную насадку на красных баррикадах делали? Да. Ты ее говорил, что усовершенствовал туда-сюда. Сколько он ходил максимально? Ну, 75 самое большее. Амур. Ну, у него волнорез же впереди, он хорошо идет и режет, и все дела. Но помучился тоже добро, да? Да каждую зиму перебирали. Сам двигатель перебирали или насадку? Ну, потому что газуешь там почти на полную всегда. Постоянно приходится его мучить. А сначала москвичевский двигатель стоял? Или что там вообще изначально Нет, там стоял? от пазика сначала стоял. От пазика стоял? А мне кажется, на Амуре были сначала москвичевские. Самые родные, как они продавались. Когда я его взял, там уже от пазика стоял. От паз автобуса. Пазик, да. Но он, по-моему, нем, 4 или 4,5 литра, что-то объемистое, но знаю, такое, на там нем по лошадям поездил, мало. На нем поездил, потом возможность была вот этот БТРовский взять. Поставил, понимаешь, что не хватает. Опять в красных баррикадах турбину переделывали. Тогда он пошел, да. Хорошо пошел. И ночевали в нем, и на кабана ходили, и все, да? Оп, по-моему, на сазана Самое похоже. больше мне нравился, когда кто-то сломается и просит оттащить куда-нибудь. Угу. Вот на веревку цепляешь, как дашь ему газу. И те, которые там сидят, Они в шоке. получают охеренное удовольствие. На глис выходит и пошли, как будто под своим мотором, Ну да? ты-то на длинной веревке, ты же объезжаешься, это колки. Они же напрямую прям по камышу падают на дно, и все нормально. Как на банане вот сейчас катают, а так они там... Понятно. Ну и самое интересное, то, что на водомете, конечно, в свое время, когда болотоходов не было, он проходил по мелякам. Ну То есть пролететь по мелякам легко, но если он застрянет, По траве, да. по траве. траву рубит, вот это все, камыш, то есть по меляку. Главное знать, понимать место, то есть ты знаешь, что там можно пролететь, сейчас там 100. Это сазан уже. На это или на той? Вот здесь. Ну я сейчас тоже видел, что поклевка такая сазанья. Главное знать, что 100-200 метров ты пролетишь, а потом выйдешь как бы на глубяк. Потому что если долго по меляку или на косу, а Амур сколько в итоге весил? Наверное, в итоге у тебя килограмм 500, если не 700 весил, да? С этим БТРовским двигателем, со всем оборудованием, с людьми. Не знаю, но он брал на себя очень много, конечно. Много тонн можно. Но он на мель вылетал на нем, так, чтобы прям стащить тяжело. Вылетал, конечно, прошел земснаряд, выкопал, когда мы везде постоянно там ездили. Выкопал, и мы на эту жижу заехали. И все. Ну что, мы стаскали потом с этой жижи. Ну, стащили все равно, стащили. А то вот многие бывают на мощных моторах вылетают и потом чуть ли не ждут помощи, чтобы другая лодка могла стащить. По-моему, кто-то сел. Ну, видишь, дергает еле-еле. Густера, наверное, густера. Какой-нибудь карась или густера. Ай, наливай.
Вот, что еще? Вот мясо беру, курицу. Вот пирожки очень вкусные. Ну, погнали. Давай. За рыбалку. Теперь можно за рыбалку. Не поймали, да? Что-то поймали, я такое удовольствие уже получил. Ну как же не поймали, уже 4 сазана. Не всегда так ведет. Да? Ага. Вот этот Волга, камыши. Прокатнулись какие. И ширина, простор, и сужение, и острова. Мне очень нравятся это такие места. У себя там ездил, у меня там, ну, есть расширение, но слабо. А здесь прям такую ширину выходишь, матушка, как будто Волга разлилась. И вот так вот все петляет, много яриков, вот этих вот всяких проток, ям, изворотов, вот Я вот перекатов. по телефону посмотрел и офигел. Да, мы сейчас стоим, банк далеко в стороне, даже не слышно его. И мы стоим вот просто вот в этих излучинах. И они выходят вот именно в море. О, а вот это сазан. Это А вот это сазан. Это сазан. Давай, дядь, работай. Половил. Он пошел сюда уже, вниз. Снимай. Гнет? Гнет. Давай, подсекай. Ребят, наверное, нифига толком не видно. Но, не, будет. Я же чувствую. Сазанья поклевка. Чуть-чуть. Что-то есть. Чуть-чуть. Фрикцион. Что-то есть. Чуть-чуть. Регулирую сам фрикцион. Дядьки. Ага, тихо. Ты чувствуешь хороший? Ну, что-то есть, но... Ага, фрикцион. О, хороший. Это я понимаю, что такой хороший. Блин, не знаю, видно, нет. Тихо. Не, нормальный. Ё-моё, Нормальный. Тихо. Нормальный. Отличный, когда в подсаке. Опа, в подсаке. Хороший. Не меньше двушки, а то и 2,5. красавец. Сидим, отдыхаем, болтаем. Дай пятюню. Ай-яй-яй-яй-яй. Иван Иванович, и тут же сазан. Какой красивый, блин. А? Уху не будем варить. Ребят, видно вам, нет? Я его так сожгу. Просто. Дядя Гриша говорит, я его съем просто так. Без ухи, живого, просто сырого. Закат, надеюсь, видно. Хорошенький. Вот тут прям хорошенький. Это достойный. Пятый в копилке, а по факту 6-й. Да даже рукой его не могу взять. Опа. Отлично. Что еще надо, а? Для счастья? Тишина, спокойствие и хорошие сазаны. Здесь оцепляем. Сейчас. Вот, Всё. Да ладно. Нет. Но это был сазан. Карась. Поднимай. Поднимай. Леха, блин. Карась родился вчера, а сегодня поднялся. Так мой дед говорил. Смотри, какой хороший. Жареха. Ну хороший, а? Завтра покарбуем вот так вот четенько, ровненько. И будет жареха. Ну, все-таки сидим, разговариваем, общаемся. И рыбка поклевывает. Так силы Шикарно просто. не болотный, а волжский, блин. Подсаживай червя. Вот такой карасяндрик ночью пришел на жареху на завтра. Затопили, короче, какие-то там, не знаю, поля. И там карася очень много. Ездят, там ловят очень много, но он такой горький. Он, видать, травой питается. Не знаю. Там вот это вот. Болотный какой-то. Болотная, вот эта плотва тоже очень горькая. У нее кишки вот эти пробиваются, если когда его вялишь, получается, все равно жжом ставишь, и получается кишки пробиваются. Она питается вот этой вот водорослями этими. Зеленью, да. Вот этой Зеленью, да. у нее мясо А она болеет. горькая. Ты хочешь сказать, 22 года я был дурак, да? Нет, ну, Она и было. 22 года? 22 года? Ну, 22 года вообще простительно. Вообще простительно. Может быть и буфало? Сомик! Сомик! Я его так вытащу. Ну, ладно. Саменок. Ну, Вот так вот. Ночной саменок первый. Первый весенний саменок. Оп. Давай, приведи бабушку, дедушку, прабабушку, прадедушку. Беги.
Красавчик. Первый весенний. Ап, побежал. Опа, ребята. Гнет. Ну-ка. Ага. Загинает. Давай. Ребятишечка, давай. Есть. Да, есть. Ночной. Ночной. Товарищ. Давай, пацак. Я сейчас сюда спущусь. В натяге. Я работаю. В натяге. Ой, посидели хорошо. Оп. Ой, ушел. Ушел. В смысле, я ушел. Да. А рыба ли сидит, а я ушел. Блядь, да что за хуйня? Фух. Ничего. Главное, что нам здесь. Ничего. Нормально. Сазан хороший. Спущусь. О, Антон. Весь намок. Есть одежда. Хороший товарищ. Сом или сазан? Сазан. Какая красота. Намок. Но бывает. Какая красота. Как на рыбалке не намокнуть, да, Антон? Хороший. Ночной. Ребят, весь намок. Но есть одежда. Давай. Подсак. Хороший ночной сазан. Ночной сазан, ребят, трофей. Это трофей. И это трофей. Оба. Хорош. 4, не меньше. Да. Хороший. Весь полностью мокрый. Но сазана взяли. Оба. А как колокольчик там оказался? Удивительно. Нет, хороший сазан. О, красавчик. Просто вообще. Сидим ночью, болтаем о том, о сём, о жизни в целом. И такой красавец. Просто вообще невероятный. Не зря. Опа. Ничего. Давай. Хороший. Ой, какой. Ой, какой. Опа! На земле можно пихать как надо, а? Ну, замечательный улов. А? Уже. Уха есть уже.
Все. Дядьку уложил. Отловились. Больше вроде не клюет. Сам пью чай. Чаек. И иду спать ложиться. Рыба плещется, капец. Удочки стоят. Тишина. Доброе утро. Вот такое шикарное, добрейшее утро. О, плещется. Расслабленно вдоль стоит. Пускай, может быть, даже что-нибудь есть. Прям очень вдоль. И это тоже вдоль. Сейчас вымотаем, посмотрим. Странно, непонятно. Скорее всего, перерезали. Проезжали на моторе. Медленно, наверное, проезжали на моторе и перерезали. Все. Сразу, ребят, только забросил, просто как вобла. Просто как вобла. А, сошел, по-моему. Нет, карась. Карась. А сразу сходу просто карась. Только забросил. Крупный карась. Конечно, надо. Конечно, пусть они сделают, как я тогда сам сделал. Да? Да. Сидели, вроде накололся. Один была поклевка. И ушел, как будто ушел. А это прям стоял и достоялось. А ничего нет. Да ладно. Ушел. Не, идет. Он на течение идет. Я же вижу. И вон фрикцион работает. Идет, он, видишь, на течение прет. Ты такой красавчик. Ты такой красавчик. Оп, как вдвоем-то оказывается удобно. Вот. Ну, с первым утренним. Небольшой, но пойдет. Слушай, ну Хороший. добро он дернул прямо так. Дац, и пошел. А видать, червей объели. И уже на жмых пришел. Наверное. Видишь, червей-то нет. Слушай, ну и хряный, смотри. Да хорошенький. Хороший. Однозначно. За губу. Четко так за губу, ага, видишь. Видать, жмых рассасывал уже. Слушай, это можно просто с голыми крючками так кидать и будет ловиться. Да. Подольше просто стоять будет, может. Опа, какой. Красавчик. Присел только яблочко съесть. Ну, сразу клюют. Видать, то ли карась подошел, то ли его здесь было много. Просто крючки поменял. И сразу стали ловиться такие лапти. Сразу кто-то взял.
крупный карась. Что значит крючки хорошие? Сходу. Хороший крючок новый поставил, и тут же не склевывают червя, а просто берутся в какие лапти. Угу. Вобла пришла. Вот она. Запрещенная в этом году. Странно. Я думал, что она будет долго мучить. Ну, больше намного доставать. Запрещена в этом году царица наша Каспийская. Беги. Опа. Оп. Есть. В копилочку. На зеленого червя. Братец такой где-то. Поднимай. Ну зачем ты в камыш тащишь? Поднимай его выше. Я имел в виду. Хоть и с леской. А крючки цепкие. Хорошо. Хорош карась, да? Вот третий уже такой добрый. Карась крупный. Даже не особо крупный. Оп. Поднимай. Опа. На месте. Карасей наловим. Маме хотя бы заберу. Меня их мама очень уважает. Опа. Аж весь в илу как стоял. На дне стоит, в илу оброс аж весь. И взял на джиг. Решил немножко приманки покидать. И вот первый же хищник. Вот такую вот номиногу. Она вообще в принципе судачиная. 17 грамм, вот проводочка. Место показалось интересным, действительно хороший жерех. Возьмем. Ай, красавец. Какая все-таки бойцовская рыба, а? Барцуха, но не крупные. Но вот такие вот на джиг. Чуть покрупнее бы размерчик, а так симпатичный, конечно. Прям вот возле лодки берет. Беги, расти. Приведи бабушку, дедушку, прабабушку, прадедушку. 4 дюйма, минога, производитель. Вот, работает. Ребят, самый крупный жерех, и камера села. Хотя бы вот немножко вам показать его. Таких я еще, по-моему, не ловил. Мне кажется, это трешка. На Кастмастер поставил, на джиговый спиннинг. Опа! Вот это трофейчик. Смотрите, какой он просто прижатый к земле. Это такой ил, как бы, ну, песок, он стоит, прям чуть ли не лежит в илу весь. Смотрите, я его раздразнил. Вот это балычок. Вот это красавчик. Кто-то его так побил. То ли в сетке были, или что. Ох, красавец. Ага, нашел я точку. Мне было интересно, неужели только мелкий здесь? Нет. Видно, что он здесь стоит. Именно хороший. И взял как жадно. Значит, то, что нужно ему, Кастмастер.
Долго я ждал. Сначала закинул далековато. В общем, оставил дядь Гришу уху варить. А сам решил поехать немножко поразведывать места. Здесь вот такой приямочек интересный. Я сюда закинул жмых с зеленым червем. Интересно, просто в этих местах никогда не был. Интересно посмотреть, что здесь. Взялся сазанчик. Вроде даже неплохой. Держится за губу. Опа, хорошенький. Основной подсак оставил дядь Гриша. Там на берегу там вообще нереально вытаскивать, если с берега рыбу поднимать. А здесь я вот могу справиться и таким маленьким. Ну, четко за губу. Прям как доктор прописал. Такой красавец. Хороший, тяжелый. Красавец. Пока я там на разведке был. Ну какая уха. Икра, и укропчик, помидорка и прозрачная. Красота. Сейчас будем есть. Половника нету у тебя, да? Не, ничего, половник не будет понимать. Просто рыбу таскать. Ложка есть. Конечно, сразу так. Точно. Так что будет лучше. Зато настоялся. Ну да. Сыщенная такая будет. В общем, рыба во. Уха, думаю, тоже будет не хуже. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Добра, мира, всего самого лучшего. С той стороны просто люди приехали, стоят на катере прямо напротив нас. Я удивляюсь, конечно. Как будто места больше нет, поэтому так сейчас особо не снимаю. Поднимай, поднимай, поднимай. Ну, карась такой крупный. Ё-моё. Хороший карасян. Мощные здесь караси. Ну вот караси мне, сазаны тебе. Ну да. У меня мамка за карасей. Все, что хочешь. Вот такая поклевка была. Да. Спасибо, доброго. Карась. Что-то караси пришли, атакуют, и сазан куда-то весь делся. Ну зато добротные караси. Котлетные. О, тут хорошая поклевка. Не успел толком заснять.
Ну, клевал хорошо. Похоже на карася. Да. Добро они здесь тоже дергают красиво. Кажется, как будто сазан. А какие мощные лапти. На самом деле я очень рад, что ловятся караси в прилове, потому что в противном случае могла быть вобла, а воблу брать нельзя. Получалось бы, что черви расходовались, мы бы постоянно доставали рыбу. На второй, третий уже удовольствие от рыбалки бы кончилось. И была бы, наверное, досада, по-другому не назовешь. А так караси мерные, хорошие, отличные. Они у меня все идут в дело, и котлеты домашние мои делают. И мама, и жена у меня делают котлеты из них. Я сам жареных их очень люблю. Главное покарбовать мелко так, чтобы костей не чувствовалось. В общем, я очень рад, что караси в прилове. Да, ты тоже. Здесь карась. Опа. Так вот прям быстренько. Не, по-моему, буфу. Не, сазанчик маленький. Если упадет, даже не страшно. Ну, он это в норме. Оп. Ну, наверное, только что прям в норме. Опа, 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 опа. Хорошая поклевка такая. Ага. Вот вроде что-то посерьезнее. Хотя нет, наверное, тоже. Или небольшой сазанчик, или карась сазанчик. Опа. Хороший сазанчик. Не крупный, но пойдет. Дядя очень любит просто рыбу. Дядя Риша и... Он говорит, я вижу, говорит, не выкидывай. В любом виде ее ест. И вареную, и жареную. Поэтому очень хочет с собой забрать по максимуму. Ну, разрешенных размеров и... Само собой, что разрешенных размеров и количества. Сейчас посмотрим, что у нас в общем получилось. Там уже решим. Опа. Есть. Все, как раз удочку свернуть. Видишь, вообще ничего нет. Ни жмыха, ничего. В итоге поймали. Считай, были сутки вдвоем. Забрать нам можно по 20 килограмм каждому. То есть в итоге 40. О, рака нет. Ну, нормально. Добрый еще вон жерех, сазан, то что я там на лодке поймал. Замечательный улов. Есть что забрать в Питер, да? Оба! Красота! Да и только. А то рыбаки, говорит, ездят водку пить, да? Когда здесь водку пить? Тот самый крупный. Ночной, по-моему, да? Да, По-моему, даже с которым я упал в воду, намок. Прям хороший. Сейчас завесим его. Красавчик какой. Так. Посчитаем сколько. Раз, два, три, 4. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. Вот в итоге 10 сазанов, сазани породы. Сейчас все-таки, наверное, маленьких отпустим, совсем маленьких. А проходных заберем, потому что дядя очень любит рыбу и по максимуму постарается с собой забрать, потому что такой рыбы в Санкт-Петербурге точно нету. Самый вкусный, самый свежий, а еще когда сам поймал, это же ни с чем не сравнится. Потом есть и вспоминать, да, какая была рыбалка. Ну и карасей. А карасей я маме
Немножко, может быть, тоже возьмет он туда себе. Возьмешь? Нет. Нет, карасей даже не брать не будет. Ну и отлично. И мама у меня будет счастлива. Оба. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, где-то 22 карася. Прекрасный жерех. Тот, который покрупнее был. Вот он здесь. Помельче был жерех, который первого поймал. Он с кукана ушел. Ну, значит, ему судьба такая. Как раз помельче был. Самый то. Так. Давай, расти большим и будь здоров. Беги. Давай, дружище. Приведи на следующую рыбалку маму, папу, бабушку, дедушку, прабабушку, прадедушку. Так. Ну и вот этого, наверное. Остальные все в размере, проходные. Сейчас завесим. Давай, дружище. Есть такое дело. Сейчас весы принесу. 4, наверное. Уже забыл. Ух ты ж. Даже побольше. 4700. 4700. 4700. Ну, это самый крупный в этом году. Пятерка почти. С икрой еще. Я прям рад. Только питерскую. Не, мы же одну поймали в облёшку, по-моему, при тебе. А я не Так, видел. ну-ка сюда поближе, поближе, близко, близко, близко подойди. Так. Хотя бы примерные цифры было видно. «34 твою дивизию». 34,5, по-моему. 34,5 килограмма. Мы поймали, читаем норму. Да, Все, что вот могли, мы как бы по максимуму, сколько нам разрешено поймать. 20 килограмм на человек, 10 килограмм в день на человека. Не больше 2 норм можно вывозить. Сколько бы ты ни находился здесь на отдыхе, не ловил в каком бы виде, не вез филе там, сушеное, вяленое. И мы 34 килограмма, 3 отпустили, одного съели. Даже отпустили еще больше-то по факту. Да. И обеспечили, 2 семьи точно обеспечили рыбой. Все. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, и вам тоже было интересно, не меньше нашего. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте и просто в приключениях. Пока. Мы уезжаем, все за собой, всю чистоту оставляем, чистейшие поляны. Теперь, конечно, здесь будут люди приезжать и с удовольствием вставать. А до этого все боялись выбить место. Ну, в смысле, труд это, выбивать место, подготавливать. Комочек такой мощный. Давайте, всем спасибо. Надо Антону спасибо сказать, потому что я такого удовольствия давно не получал. Вот. Вообще, как ощущение, впечатление, скажи, вот, вот офигенно, конечно. честно. Ты же никогда так не попадал, чтобы сазана половить? На удочку никогда не ловил сазана, никогда не ловил. Ну, сетка. Ну, таня была, неводы были, все это в свое время. В магазинах тоже. Кто-то что-то даст. Да. С невода. Вот так, чтобы, конечно, удовольствие получил. За сутки столько поймать, это давно я просто не ловил. Шикарное впечатление. Ну все, погнали мы домой отдыхать, радовать своих близких. Пока. Ё-моё. Как стани.
Ну а мы отправляемся с Левой на еще одно мероприятие. У нас подводные охотники выпускают, зарыбляют кутум, наш любимый. Сейчас покажу, в общем, что и как. На, трогай. Назар, рыбка. Не бери, не бери. Худые, прихудые. Давай рыбку. Приехали на местную реку Кутум. Раньше эта река соединяла две крупные артерии, саму Волгу и реку Балду. Сейчас она запружена в 3 протоках у нас в селе. И образуется такой тупиковый участок. Всегда вода прозрачная. Здесь ныряют подводные охотники, рыбачат обычные рыбаки, карась, сазанчик. И толстолобик амур уже давно здесь есть. И вот хотим сейчас выпустить, сколько набрали ребята. Там общественная организация молодежная местная. Плюс, по-моему, сельсовет Приволжского. Саня, какого совета у тебя, Приволжского или Бирюковского? Как он у тебя правильно называется? Приволжский. Приволжский совет, да? Да. Это Приволжский совет, как да. вы это вообще, ну то есть решил, ты, наверное, инициативу проявил, это Александр Рогачев, теперь это местный депутат, также подводный охотник, инициатор, выпускает постоянно и фазанов молоть, и, ну то есть и охотник, и рыбак, и подводный охотник, и вот сейчас благодаря ему 2-й год уже при поддержке администрации Второй год Приволжского при района. поддержке администрации, а так мы это делаем уже 4-й год. В 1 год мы сделали 3 выпуска, это получается сейчас у нас 7-й выпуск рыбной молоди идет. И главе района я предложил поучаствовать в этом мероприятии. Он с удовольствием идею поддержал, профинансировали. И, в Ну и принципе, так, кто мог, тоже скинулись. Да, большая в группе. часть, да, это администрация Приволжского района профинансировала. Отлично, как раз холодная погода. В прошлом году у нас получилось в жару выпускать, конечно, было. Да, сейчас даже толстолобик прям свеженький. Рыба, видно, худая, исхудавшая. Сейчас она пойдет в такой свободный водоем дикий, где очень много кормовой базы. Много детей участвует, это очень и очень радует. Молодцы. Подрастающее поколение будет знать, как относиться к природе. Опа. Приятно то, что много детей привлечено, общественная организация молодежная участвует. Дети, когда видят все это вот, ну, в детстве, да, когда только-только зарождаются понятия, в принципе, о жизни, а он уже потом во взрослой жизни будет к этому тянуться и стараться поддерживать состояние, то есть восполнять природу, то, что взял, обратно возвращать, приумножать. Очень радует, на самом деле. Очень правильно, я считаю. Не надо так ее бросать. Давид, Давид. Надо вот так поднять. Пошли они. Хорошо. Ну, сейчас крупно поплывет. Пошел, красавчик. Ой, есть большие. Ведра давайте назад. Вот взяли телефон в руки, все сломали. Осветить. Осталось немного рыбы внизу в бочке, а вода мешает. А вылить через отверстие сливное не получается. Туда попадает малек и забивает его. Вот приходится отчерпывать. С виду, казалось бы, простое мероприятие, зарыбить. А вот то подъезда нету к водоему, то людей не хватает, то ведер, то еще что-нибудь. Не, а сегодня все нормально. Все отлично получилось, прям достаточно и спонтанно. И все приехали, поддержали. Потому что хорошо, что вот так вот чуть-чуть за городом и при этом рядом. Классно. Ну вот теперь точно все.